Всем привет! Голос за микрофоном Дасти, а игра на обзоре Midnight Mercenaries. Возможно, вы уже слышали про такого человека, как Джорман Питер, известного в основном своим популярным в кругах фанатов игры Team Fortress 2 каналом. Или же, возможно, вы можете вспомнить такую игру, как Overtime, комбинацию Undertale, одиночной 2D ролевой игры, и Team Fortress 2, мультиплеерного классового first-person шутера. Да, я знаю, язык сломаешь. Еще и сочетание самую малость, но очень странное. Midnight Mercenaries — это просто Hotline Miami, но с персонажами Team Fortress 2. Сказал бы я, если бы не был огромным фанатом обоих франшиз. Но вам повезло, и исключительно из-за этого обзора я провел несколько тысяч часов в Team Fortress 2, а потом прошел обе части Hotline Miami раза по 4. Ну или может я просто вонючий задрот. Говорю я это просто, чтобы доказать самому себе и вам, что хоть чуть-чуть, но разбираюсь в этих играх. Ну и так как это у нас симбиоз двух очень разных игр, наилучшим способом разобраться, что она из себя представляет, будет рассмотреть ее прародителей. Начнем с Hotline Miami. Геймплей перекочевал из игры в игру почти без изменений, лишь с мелкими, но интересными надстройками. Среди профессиональных геймревьюеров известен такой термин, как магия. Он же игровой цикл или игровой луп. Так вот, на первый взгляд, магия Hotline Miami заключается в тупейшем и крутейшем адреналиновом экшене, состоящем из пиу-пиу, бдыщ и бабах. И тут вы ошибаетесь процентов на 50, потому что на самом деле перед крутым экшеном есть еще одна пропущенная ступенька. Одна из главных мантр при создании Hotline Miami было поставить игрока, то есть вас, в заведомо проигрышное положение. Врагов много и их реакция остра, так что за каждым уровнем Hotline Miami лежит где-то от 15 до бесконечности попыток пройти уровень. И каждый раз вы по чуть-чуть, но меняете свой маршрут, пока не найдете ту самую последовательность действий, которая и приведет вас к победе. И слава богу, но Midnight Mercenaries совсем не испортила эту формулу, и даже неплохо дополнила ее. Геймплей все так же стремителен, а умираю я все так же часто. Но ранее я уже упоминал о надстройках, появившихся в игре. Так что давайте разберемся, что они из себя представляют. Ключи и двери. Теперь на уровнях вы можете помимо обычных дверей повстречать и их укрепленные версии, которые открываются лишь с помощью ключей, которые зачастую просто разбросаны по уровню. Но также они сохраняются между этажами на одном уровне. И, наверное, я осмелюсь сказать, что это чуть ли не самое лучшее нововведение, которое вы могли бы увидеть в Hotline Miami Like игре. Почему? Да потому что даже без таких дверей вы сможете накидать хотя бы десяток различных стратегий на одном уровне. Но появление таких дверей буквально возводит количество разных путей до астрономических масштабов. Теперь вы решаете, воспользоваться дополнительной дверью сейчас, или может попридержать ключик у себя и воспользоваться им на следующем этаже. Это невероятно сильно усиливает пазловый элемент Hotline Miami, о котором я говорил ранее. Помимо ключей и дверей, игру дополняет еще и новенькая кнопка таунта. В общем-то, в некотором роде враги в Midnight Mercenaries стали даже сильнее, чем враги в Hotline Miami. Их реакция явно стала сильнее, и байтить, просто пробегая перед дверьми или окнами, теперь гораздо опаснее. Так что кнопка таунта сильно помогает в игре. И выглядит даже более логично и к месту, чем то, какими манипуляциями вы обычно пользуетесь в Hotline Miami. Ну то есть, правда, забегаете и выбегаете из дверей раз за разом, пока враги не захотят начистить вам морду. Самый важный сегмент — музыка. Хоть его я и хотел начать как что-то, что пришло полностью из Hotline Miami, кое-что случилось. Дело в том, что когда я начал вслушиваться в саундтрек и более-менее его анализировать, я кое-что понял. Он умнее, чем я думал. Крутые синтвейв мотивы очевидно пришли из Hotline Miami, это да. Но я заметил, что в некоторых моментах музыка Midnight Mercenaries справляется даже лучше, чем Hotline Miami. Не закидывайте грязью сразу, пожалуйста, у меня есть немного оправданий. Дело в том, что уровни Midnight Mercenaries, в отличие от Hotline Miami, сделаны для конкретных классов. Собственно говоря, это и пришло из CF2. Под этим я подразумеваю, что музыка очень хорошо подходит тому геймплею, который показывает тот или иной класс. Но помимо этого она сделана так, чтобы подходить и характеру персонажа. Например, на уровнях алкоголика демо вы можете услышать трек Drunk and Load, который меня поразил своей несогласованностью и некоторой бессвязностью звуков. Как бы говоря о том, что ваш персонаж находится в поддатом состоянии,
и вместе с ним вы понемногу впадаете в такое хаотичное состояние. Другой пример Пира и его трек Burn Them All. Он безумец, психопат и шизофреник, что подчеркивает его саундтрек. Очень резкий и серьезный, с громкими звуками. Но при этом вы также можете услышать, например, звуки карнавальной карусели, что подчеркивает двойственность и нестабильность Пира. И таких примеров много. На самом деле почти каждый трек, который играет на уровне, обладает такими необычными трейтами и особенностями. И если бы я лучше разбирался в музыке, то, наверное, потратил бы чуть больше времени на изучение этого вопроса и, скорее всего, не разочаровался. Перейдем к маскам, а если бы точнее, к их отсутствию. Да, маски хоть и были главным шармом Hotline Miami, их упразднили. Но в Midnight Mercenaries масок хоть и не стало, но тут сыграло вдохновение от Team Fortress 2, которая любит в одном персонаже уместить много видов геймплея и разных способов смотреть на него. На смену пришли классы и их альтернативные версии. Сначала вам предлагают выбрать из классов, разрешенных на этот уровень, и если у вас открыт Alt-класс, то возможно выбрать между ним и обычным персонажем. Да, зачастую выбора почти нет, но зато он тут гораздо более сильно влияет на геймплей. Ведь в отличие от Hotline Miami, где маски давали исключительно небольшие улучшения, с парой исключений типа маски Тони или Найджел, Midnight Mercenaries построена на минусах и плюсах различных стилей игры, что может запросто перевернуть игру с ног на голову. Всего таких классов 9, и по одному альт-стилю у каждого, что приводит нас к числу 18. Да, это правда до хрена. В отличие от масок, у которых можно говорить в одно предложение, разговор обо всех классах, наверное, занял бы у меня пару часов, потому что почти все они разные и созданы для того, чтобы подходить любому виду игрока. Самый показательный пример — это, наверное, демо. Его обычный геймплей подразумевает превращение почти любого предмета на карте во что-то, что рано или поздно, но точно взорвется. Но так как взрывы смертельные для вас, вы подходите к стратегическому элементу игры в разы серьезней. Но вот альт-класс демо, он же Demo Knight, подразумевает ровно обратную сторону геймплея и играет вдоволь же с большей динамикой и близкими столкновениями с противниками, так как не может использовать оружие дальнего боя в принципе. Кстати, очень смежная тема с классами — левел дизайн. Он тут мне очень понравился, так как уровни, опять повторюсь, в отличие от Hotline Miami, разработаны специально под конкретные классы. Они готовы встретить почти любой тип игрока. Уровни за скаута из-за его бешеной скорости и доджей я пролетал самым глупым образом. То бишь бегал по прямой на врагов, кувыркался и дрался битой. Что было весело и доказывало, что любителям дикого экшона тут есть чем заняться. Но пока я это делал, заметил, что игра специально для этого же вида скаутов на уровне оставила пару деревянных выступов, которые могли бы помочь добраться до тыла врага и действовать уже оттуда, что дает неплохое такое преимущество. А для альт-скаута с оружием были припасены взрывающиеся почки, которые могли сломать стену, тем самым открывая новые пути. Что, невероятно круто, так как игра поддерживает и брейн-дед опции, как забежать в здание и стрелять, так и умные решения и хорошо продуманные стратегии. В вопросах сюжета игры Джорман Питер решил не идти по протоптанным дорожкам. Поэтому хоть персонажи и из игры Team Fortress 2, казалось бы, что работать над ними не обязательно, так как персонажи Team Fortress 2 являются чуть ли не самым главным ее достоинством, но все равно многие из них приобрели новые черты характера или развили старые. Почти о каждом из персонажей в течение игры вы узнаете новые подробности об их прошлом или об их страхах и жизненных целях. Например, кажется, Спай и Снайпер стали неплохими друзьями, а Медик и Хэви состоят в романтических отношениях. Сам же сюжет подается в основном диалогами до или после миссии в общем доме наемников, а также иногда будут появляться сегменты с таинственным и крайне непонятным допросом протагонистов. И вообще, повествование в игре очень разрывистое и непонятно. Собственно говоря, это и перешло сюда из Hotline Miami. Ладно, кажется, я очень много говорю о плюсах, но должны же быть и минусы, да? Да, они есть. Во многом они представляют просто мое капризное нытье, но все же, думаю, пару предъяв имеют право на существование. И чуть ли не главную проблему игры я уже между строк, но оговаривал в видео. В игре вообще-то 25 уровней, что достаточно неплохое количество, но посмею напомнить, что персонажей в игре 18. Да, вы с трудом сможете сыграть за каждого персонажа больше 2 раз, что я вообще-то считаю большой проблемкой, потому что игра как бы выдает
ну просто гору крутых механик, с которыми можно было придумать столько всего интересного. И вообще, как и в Team Fortress 2, тут много скиллозависимых механик, которые мне бы очень хотелось продолжать развивать. Но, к сожалению, уровней не так много, что, конечно, немного притянуто за уши, и называть это прямо таким минусом сложно. Но я думаю, что вы понимаете, что именно меня расстраивает в этой ситуации. Также, может, и не гигантской проблемой, но все же видной и немного неприятной стала куча недоработок. Например, все главное меню выглядит просто отвратительно и некрасиво. Белые листы на белом фоне с очень хреновым артом сзади. Да и в игре это видно. Как по мне, немного странно выглядящие диалоги, и вообще многие вещи выглядят не к месту. Некоторые подсказки, например, для двери на выход на экране очень тусклые и немного непонятные. Ну и в эту же категорию попадают всякие краши и вылеты. Но, честно говоря, такие проблемы игре очень хочется спускать на тормозах. Потому что мы не просто потребители, на этом канале мы наслаждаемся искусством. Поэтому нам не западло почитать, что игру делал крайне маленький коллектив. И такие ошибки не обязаны были появиться. Спойлер-фри зона кончается, и дальше я буду разговаривать в подробностях о боссах и персонажах. Так что советую хотя бы заценить игру и пробежать пару уровней перед продолжением этого видео. Тем более она бесплатная. Это же халява без денег. Идите, забирайте, пожалуйста. Итак, боссы. В Hotline Miami их было не очень много, но все они были запоминающимися, интересными и достаточно сложными. Что до игры в сегодняшнем выпуске, боссы полное говно. Всего их 3 штуки, и 66% из них просто ужасны. И интересный факт, но пока я говорил это предложение, вы могли уже пройти и первого, и последнего босса примерно раза 2. Что вообще-то расстраивает, потому что дизайн самих боссов заставил меня улыбнуться. И вообще идея сделать персонажей Overwatch боссами неплоха, учитывая некоторую колкость в общении представителей комьюнити обоих игр. А вот если вспоминать про Hotline Miami, то даже без ошибок битва с байкером будет длиться достаточно долго. А битва с главным боссом Hotline Miami в мои зеленые 11 лет чуть ли не заставила меня плакать, разбивать свою клавиатуру и немного кричать на маму. Но хотя бы второй босс получился не таким плохим. Немного сомнительным, но с хорошей задумкой, конечно. Когда я говорил о тоне механику, тонны новых персонажей, я не преувеличивал. Их реально много. Но из этого вытекает и проблема того, что сбалансить все у вас точно не получится. Так что пару мертвых героев я бы точно назвал. Инженер, наверное, самый показательный концепт персонажа с крайне хорошей задумкой, но хороша данная задумка только на бумаге. Я большой фанат серии игр Portal, и еще когда в кат-сценах увидел инженера с порталганом, знал, что это будет мой самый любимый персонаж. Но когда я правда дошел до него, разочарованию не было предела. Ранее я забыл упомянуть об уникальной системе огнестрельного оружия. Интересна она тем, что выстрелы летят тут не бесконечно, как в той же Hotline Miami, а ровно настолько далеко, насколько указывает ваш курсор. Что в теории, конечно, не проблема, но вообще-то доставляет сложностей выше крыши. И я не говорю, что сама механика плоха, даже наоборот, она немного балансирует огнестрельное оружие. Я говорю о том, что порталган вообще-то тоже и подвержен, что делает его крайне сложным и легендарно неудобным в использовании при динамичных погонях. А спланировать какое-то нападение с ним тоже достаточно сложно, ведь пока вы пытаетесь поставить портал в комнате, на вас непременно кто-то сагрится и помешает. Ну или даже человека убить битой просто бывает гораздо проще. Его же альтернатива мне хоть и понравилась, но думаю, ее сбалансировать тоже не помешало бы. В этот раз инженер стал каким-то слишком легким и не требующим стратегии, так как одна кукла способна вынести сразу полэтажа. Но взрывающие враги все равно иногда требуют какой-никакой тактики, что можно сказать, что персонаж балансирует между очень легким и очень сложным. Снайпер тоже на бумаге получается не самым глупым персонажем. Слабость в ближнем бою компенсируется силой в дальнем, что является частым способом баланса такого рода персонажей. Но тут-то и проблема. Зачастую враги даже не узнают о вашем существовании из-за вашей способности простреливать двери. Ну или даже просто из-за того, что вы где-нибудь очень далеко прячетесь. Да и не сказать, что на ближнем расстоянии снайпер слаб. Враги все время выстраиваются в прямые линии, которые очень удобно убивать без прицела. Также куском недоработки оказался препланинг. Опять же, на первый взгляд идея прекрасна, но понять, что реально происходит на самом плане, просто очень трудно, даже со всей расписанной снизу легендой карты. Продумать стратегию у вас получится только если вы реально уже проходили уровень до этого и запомнили лейаут, очень хорошо. Да и все улучшения, которые она дает, так или иначе меняют геймплей минимально. Это либо ключи, либо бочки на разных уровнях.
Не хватает каких-то уникальных и сильно меняющих уровень изменений. Но все-таки идея за этим видна. Ведь вы можете разместить ключи на разных этажах и в разных комнатах, что опять же увеличивает количество возможных путей прохождения уровня. И вот мы добрались до финального вывода. В самом начале я не мог перестать нахваливать игру. Потом я потратил даже больше времени на то, чтобы засрать игру как в самых основных ее механиках, так и в мелочах, как некрасивые отметки на дверях и главное меню. И раз у игры столько минусов, наверное, все ожидают несколько похабную оценку типа пятерки или шестерки по 10-бальной шкале. Но вообще-то нет. Несмотря на то, что проблема недочетов выше крыши, так-то я просто не могу сказать, что она плоха. Плюсы и общее исполнение оказались настолько хороши для меня, что они перевесили вообще любые тонны ошибок. Эта игра стала великолепным наследником ее обоих игр-прародителей, так что да, финальный результат 11 из 10, игра года и would play again. Ну и т.д. и т.п. Но абстрагируясь от мемов и бальных шкал, в наше время поистине сложно встретить просто цельную рабочую отличную игру. Да, со своими минусами, но в конце концов это просто отличный продукт. Если вы немного устали от кастомных уровней Hotline Miami, или же хотите попробовать что-то из вселенной TF2, но не мультиплеерный шутер, то надеюсь я смог привлечь ваше внимание к этому малоизвестному и нишевому продукту. А на этом я прощаюсь и желаю вам удачи.